Сегодня я покажу вам, как вы можете подключить свой фотоаппарат к смартфону или планшету. Не имеет значения, какая у вас операционная система, iOS или Android. Вам нужно просто загрузить бесплатное приложение Canon Camera Connect. Оно соединит вашу камеру с мобильным устройством с помощью Wi-Fi сети и позволит удаленно управлять фотоаппаратом. Это отличный помощник, и я расскажу, как его использовать и настроить. С вами Сергей, добро пожаловать на мой канал. Вы спросите, для чего вам это приложение? Представьте первую ситуацию. Вы находитесь в полевых условиях и вам нужно отправить фотографию, например, в Instagram. Легко. Вы загружаете изображение и даже видеофайлы на телефон по беспроводной сети. Вам также доступны RAW файлы, которые редактируются благодаря мобильному приложению Lightroom. Именно это приложение от Canon мне позволяет с легкостью создавать резервную копию фотографий. Теперь представьте вторую ситуацию. Вы желаете управлять своей камерой, но не имеете возможности находиться постоянно с ней и изменять настройки. Используйте свой телефон в качестве дистанционного управления. Изменяйте экспозицию, диафрагму, выдержку и так далее. Я, например, с удовольствием так снимаю автопортреты. Давайте перейдем к настройкам. Я использую Canon EOS R6, вы можете использовать Canon EOS R5, потому что этот процесс для них одинаковый. Нажимаем кнопку меню. Переходим в раздел «Беспроводные функции». В меню мы можем перемещаться с помощью дисков управления, джойстика или прикосновениями к экрану. Очень часто для экономии заряда батареи у меня включен режим в самолете. Поэтому сейчас отсутствует доступ к нужным опциям. Отключаем его. Заходим в раздел подключения Wi-Fi Bluetooth. Выбираем «Подключить к смартфону», «Добавить устройство». Появились варианты, какое устройство мы хотим использовать. В этом примере мы подключаемся к iOS. Появился QR-код. Сканируем его камерой телефона. Вверху всплывает небольшое окно. Нажимаем и бесплатно скачиваем приложение. На Android вы попадаете в Play Market и также загружаете его. На камере нажимаем «Подключить по Wi-Fi». На телефоне в настройках Wi-Fi выбираем нашу точку доступа. Ваш пароль, скорее всего, будет отличаться от моего. Введите свой на телефоне и откройте приложение. Выберите камеру для подключения. На камере нажмите ОК. Подключение выполнено. Сейчас мы можем изменить дату, время или часовой пояс. Вот две важные для нас функции. Начнем с раздела изображения на камере. Здесь отображаются все файлы, которые находятся на SD-карте в фотоаппарате. Вы можете выбрать несколько из них и, например, удалить, напечатать, импортировать. Для многих владельцев R6 и R5 есть хорошая новость. Передача RAW файлов на мобильное устройство. Нужно зайти в настройки и выбрать формат между JPEG и RAW. В настройках измените под себя. Отображать изображение уменьшенного или исходного размера. Можно дать каждому файлу рейтинг, который отобразится в Adobe Lightroom. Следующая функция – это удаленная съемка с видоискателем в реальном времени. Здесь мы практически полностью контролируем нашу камеру через приложение. Разумеется, в режиме N доступны больше настроек. Изменяем баланс белого. Поле автофокуса. Сейчас у меня ограниченный выбор, потому что я экспериментирую с настройками камеры, изменил автофокус под себя, о чем планирую рассказать в других видео. Можно изменить выдержку, диафрагму, светочувствительность. Большим плюсом является режим видео, который доступен одним нажатием на иконку видеокамеры. Здесь такие же настройки: выдержка, диафрагма, светочувствительность, баланс белого. С легкостью изменяйте разрешение и частоту кадров, а также уровень записи аудио. Фокусируйтесь.
Нет ничего проще, чем нажать на вот эту кнопку, чтобы начать запись. Если вас интересует EOS R6, подписывайтесь обязательно на мой канал, потому что в ближайшие годы я буду использовать именно эту камеру. А также планирую раскрыть все ее творческие фото-видео возможности, изменять настройки и планирую обновить линейку оптики с креплением RF. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Пока-пока!